Круизный лайнер таранит прогулочное судно и причал в Венеции. 2 июня живописное итальянское утро на причале канала Джудека в Венеции было нарушено взбесившимся круизным лайнером МСК «Опера». Винить следует не человеческий фактор, а технический. Управление лайнером было потеряно, и он, вместо того чтобы изящно пришвартоваться в пассажирском терминале, пошел на таран причала и прогулочного лайнера. По предварительным данным, лайнер сломался неподалеку от берега и его отнесло к причалу. Буксиры не смогли отогнать его обратно в море. Но что такое два буксира и жалкие тросы в сравнении с кораблем водоизмещением 65 591 тонна? Так что тросы благополучно оборвались, и затормозить лайнер оказалось по силам лишь причалу. В результате технического сбоя пострадали 5 человек, к счастью, не сильно. А вот количество людей на планете, желающих еще когда-либо прокатиться на круизном лайнере, уменьшилось примерно на 2500 человек, столько пассажиров вмещает лайнер МСК «Опера». В Стамбуле Балкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора из-за неисправности рулевого оборудования. 225-метровый танкер врезался в особняк. Судно направлялось из Египта в Украину. В результате инцидента движение проливом остановили в оба направления. На место происшествия отправили судно береговой охраны и буксирные судна, которые оттянули танкер Vitas Pirate, шедший под мальтийским флагом к берегу. О пострадавших в результате инцидента не сообщается, однако на кадрах с места происшествия можно заметить значительные повреждения, причиненные историческом приморском особняке, расположенном под мостом Фатих Султан Мехмед, который соединяет азиатскую и европейскую части Стамбула. Особняк Хекимбаши Салих Эфенди построен на берегу Босфорского пролива в XVIII веке и использовался для проведения свадеб и концертов. В Мексике два круизных лайнера столкнулись в порту. В порту мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнеров. На борту обоих судов в момент столкновения было 19 тысяч человек. Лайнер Glory, принадлежащий компании Carnival с 4000 пассажиров, задел носом другой круизный теплоход с 15 тысяч пассажиров. Столкновение произошло в ходе швартовки лайнера Glory. В компании, которой принадлежат оба лайнера, отметили, что проводят оценку причиненного ущерба, а также определят пригодность судов к дальнейшим морских перевозок. Российское грузовое судно «Сигрант» врезалось в автомобильный мост в городе Пусан, расположенном в Южной Корее. Российский сухогруз врезался носовой частью в участок между опорами моста. После столкновения корабль развернулся и попытался уплыть с места ЧП. В результате ЧП корабль получил повреждения и был отведен на безопасное расстояние. В мосту образовалась 5-метровая дыра. Проезд для машин был перекрыт. Многотонный таран. В Южной Корее грузовое судно врезалось в причал, об этом сообщает Рамблер. Гигантский контейнеровоз протаранил причал в южнокорейском порту Пусан. Судно уже выходило в море с помощью буксиров,
когда внезапно резко ускорилась, потеряла управление и врезалась кормой в кран и в соседний корабль. Обломки крана обрушились на палубу контейнеровоза, но обошлось без пострадавших. Легкие травмы получил лишь один моряк, а судно продолжило путь. Сейчас оно стоит у побережья. Команда устраняет неполадки и расчищает корму от обломков. Власти Южной Кореи начали специальное расследование, к которому подключились компетентные органы. Известно, что этот корабль принадлежит японской компании и ходит под панамским флагом. В Аргентине два круизных лайнера столкнулись в порту столицы страны Буэнос-Айресе. В результате инцидента никто не пострадал. В частности, указано, что лайнер «Оркестр», направлявшийся в Рио-де-Жанейро, столкнулся с круизным судном «Симфония», пришвартованным в порту. Известно, что в результате столкновения корпуса судов были повреждены. В порту Барселоны столкнулись 180-метровый паром «Фантастик» и 228-метровый круизный лайнер «Вайкинг Стар». При этом никто не пострадал, сообщает издание «Ла Вангвардия». Столкновение произошло, когда паром, который недавно прибыл из Марокко, начал отходить от терминала. По предварительной информации, в парома вышел из строя двигатель и его начало сносить в сторону. Тогда он врезался в лайнер, стоящий у пристани. В результате инцидента никто не пострадал, на борту обоих судов не было пассажиров, не травмированы также члены экипажа. Лайнер «Вайкинг Стар» в пятницу вместе с 820 туристами на борту должен был отправиться в Марсель.